Друзья, всем привет! Меня зовут Алексей, и вы на канале MGC. В нашем прошлом видео мы рассмотрели с вами автоконфигурейшн в Spring Boot. Это отличная функциональность, которая позволяет вам быстро разрабатывать ваши приложения. Но что, если вы захотите написать свою собственную автоконфигурацию? Так ли это сложно? Давайте разбираться. Что именно будет в нашем примере? Чтобы рассмотреть то, как правильно писать автоконфигурейшн, мы с вами будем делать это на примере Quartz Scheduler. Это специальная библиотека, которая позволяет вам объявлять задачи и запускать их. У меня есть специальная аннотация, которая называется Repeatable Quartz Job. Я ее ставлю над классом, который extended Quartz Job bin, и в ней есть какая-то логика, которая будет исполняться с repeat-интервалом в 1 секунду. Также у меня есть дополнительная конфигурация, которая конфигурит все необходимые бины для работы Quartz Scheduler. И есть аннотация Enable Repeatable Quartz Job, которая, собственно, всю эту функциональность включает. Функциональность именно Repeatable Quartz Job аннотации. Ищет она все мои бины, которые помечены аннотацией Repeatable Quartz Job в текущем пакете, потому что никаких параметров я и не указываю. И у меня есть код, который создает application контекст, указывает в качестве конфигурации тот класс, который я объявил, и должно начать выполнять мои джобы. Давайте на это посмотрим. Как видите, контекст стартанул, и мои сообщения действительно печатаются, джоба работает. Как я уже говорил, у меня есть отдельный подпроект, в котором есть моя аннотация Repeatable Quartz Job. Она работает за счет механизма аннотации import, в качестве аргументов для которого я указываю import bin definition register. Как именно работает аннотация import, что можно туда указывать, более подробно вы об этом можете узнать в одном из наших предыдущих видео. Также у меня есть аннотация repeatable quartz job, которая defined repeat интервал, и есть import bin definition register, который все это собирает вместе и заставляет работать. Хорошо. Как же теперь мне использовать весь этот код в Spring Boot и в автоконфигурации? При переходе к Spring Boot меняется немного класс, который будет все это запускать. У меня появляется аннотация Spring Boot Application, которая будет подключать всю автоконфигурацию. В качестве main метода я использую Spring Application метод run, и остается по-прежнему мой класс с моей джобой, который будет исполняться. В качестве новой автоконфигурации в моем подпроекте я объявляю уже Quartz Scheduler автоконфигурацию, куда я вынес всю предыдущую конфигурацию, которая необходима для работы Quartz Scheduler, и осталась все та же аннотация Enable Repeatable Quartz Job. Но эта аннотация сейчас не будет работать. Почему? Потому что она искала все бины, которые помечены аннотацией Repeatable Quartz Job, в пакете, который я ей укажу, или в пакете, в котором находится сама аннотация Enable Repeatable Quartz Job. Так как это автоконфигурация, она лежит в пакете, в каком-то другом пакете кода, именно кода нашего приложения в этом пакете не будет. Значит, аннотация Enable Repeatable Quartz Job нам больше не подходит. Но так как она использовала механизм импорта, мы можем также продолжить его использовать. В качестве аргумента мы туда отдадим наш новый import bin definition register, который мы сейчас немножко изменим, чтобы он мог работать в Spring Boot. Что же поменяется в нашем import bin definition registry? Здесь я добавил в качестве зависимости еще bin factory, и я должен поменять логику, которая искала пакеты, которые будет необходимо сканировать, чтобы найти наши repeatable джобы. В Spring Boot эта проблема решается за счет специального класса, который называется AutoConfiguration Packages, и методом get, куда вы отдаете bin factory, вы можете получить пакеты, то имя пакета, в котором была найдена аннотация Enable AutoConfiguration. То есть это именно то, что нам и нужно. В нашем случае мы аннотацию поставили сразу над нашим корневым классом, который Quartz AutoConfiguration Application. В аннотации Spring Boot Application есть аннотация Enable AutoConfiguration, поэтому нашим AutoConfiguration пакетом будет следующий пакет. Это то, что нам нужно. Что ж, ну и теперь, чтобы наша конфигурация начала работать, нам нужно создать специальный файлик под названием Spring Factories в папочке meta-inf и туда в качестве зависимости добавить по ключу Enable AutoConfiguration нашу автоконфигурацию. Давайте проверим, действительно ли это работает.
Для этого мы идем в наш новый класс и запускаем наше Spring Boot приложение. Как мы видим, Spring Boot приложение стартовало, и наша джоба действительно выполняется уже с новым repeat-интервалом в 2000. Отлично. Самое время спросить себя, хорошая ли это автоконфигурация? Конечно же нет, потому что она не условная. О чем я здесь говорю? Автоконфигурация на то и автоконфигурация, чтобы понимать, в зависимости от каких-то ваших предпочтений, в зависимости от того, каким именно является ваше приложение, она будет или применяться, или не применяться. Для этого в Spring есть специальная аннотация conditional. Spring Boot расширяет возможности этой аннотации и добавляет несколько своих. Давайте посмотрим, что же здесь мы можем заиспользовать. Для всей автоконфигурации мы поставим аннотацию conditional on class. Эта аннотация будет использовать нашу конфигурацию только в случае, если нам доступны классы scheduler класс и scheduler factory bin класс. Если этих классов нет, то и смысла от нашей конфигурации тоже нет. Также мы добавим аннотацию conditional on property, которая говорит нам о том, что нашу конфигурацию все так же нужно применять, только если property scheduling.enabled будет установлена в true. Если такой property не будет, значит конфигурацию все равно нужно применять. Для каждого из наших бинов мы будем использовать тоже дополнительные аннотации. Для scheduler factory бина мы хотим, чтобы этот бин попал в контекст, только если у нас нету такого бина. То же самое для job factory. Здесь нужно просто аннотация conditional on missing bin. Если job factory уже есть в контексте, ничего конфигурировать нового не нужно. Как же тестировать такой код? Для этого в Spring Boot уже есть встроенная функциональность. Есть специальный класс, который называется Application Context Runner, куда вы можете указать различные дополнительные конфигурации. Например, это пользовательская конфигурация. Также мы можем указать ту автоконфигурацию, например, которую мы хотим протестировать, и написать различные тест-кейсы. Например, в данном случае мы проверяем, что если у нас в ClassPath для нашего класс-лоудера не будет доступен класс scheduler.class, то у нас не создадутся различные бины. То же самое, если мы, например, имеем property scheduling.enabled установленную значение false, то тоже наша автоконфигурация не должна будет конфигурить какие-то специальные бины. Ну и так далее. Можем быстренько это проверить, что наши тесты действительно работают, наша автоконфигурация работает так, как мы ожидаем. Прекрасно, все тесты зеленые. Хорошая ли наша автоконфигурация сейчас? Нет. Наша автоконфигурация не хорошая, потому что она недетерминирована. Почему? В Spring Boot уже есть автоконфигурация для Quartz Scheduler. Называется она Quartz автоконфигурация, и она настраивает все те же самые бины, которые настраиваем мы. Что будет, если эта конфигурация отработает раньше, чем наша? В нашей конфигурации, так как также присутствуют различные conditional аннотации, никакие нужные нам бины сконфигурены не будет. Нас это не устраивает. Чтобы это изменить, нам нужно указать специальный порядок конфигурации применения автоконфигурации. В нашем случае мы должны указать то, что наша конфигурация должна отработать точно перед Quartz Auto Configuration, которую объявляет Spring. В этом случае все будет работать корректно. Отлично, этот вопрос мы тоже исправили. Хороша ли теперь наша автоконфигурация? Нет, она все еще не хороша, потому что наша конфигурация не расширяемая. Что если мы захотим для какого-нибудь, в качестве, например, scheduler name указать другое имя? Нам придется копировать и переписывать всю нашу конфигурацию. Но это же имя можно, например, указать в конфигурационном файле. Давайте попробуем исправить этот момент. Для этого мы объявим специальный класс, который будет называться Quartz Properties. В нем будет использоваться специальная аннотация Configuration Properties. По префиксу scheduling все свойства, которые у нас есть в конфигурации, в application YAML, например, они будут присвоены атрибутам нашего класса. То есть, например, если у нас есть property scheduling.enabled, она будет засеттана в данную property. Если у нас будет, например, scheduling.schedulerName, то это имя будет содержаться в данной property. Чтобы включить этот класс, мы должны указать в нашей автоконфигурации enable properties. С помощью аннотации enable configuration properties мы указываем, какой конкретно класс мы хотим включить, и он будет работать. Следующим этапом мы можем заинжектить этот класс сюда. Quartz Properties.
И нам также нужно будет environment. Теперь мы можем в качестве имя указывать не какую-то конкретную стрингу, а брать его из пропертей. Get scheduler name. В качестве данного свойства мы можем также взять его из пропертей. И дополнительно здесь. Хорошо. Но теперь давайте именно, чтобы не конфликтовали, переименуем. Теперь что будет, если мы захотим установить какие-то дополнительные property в property самого шедулера? И они у нас есть, например, в наших конфигурационных файлах. В этом случае, чтобы получить все дополнительные property из конфигурационного файла, можно воспользоваться специальным классом, который называется binder. Здесь вы указываете, что мы хотим в качестве источника для байндера использовать наш environment. Потом мы говорим, по какому префиксу мы хотим получать значения наших пропертей и во что именно мы хотим их всех сложить. В нашем случае это будет мапа string на string. Все найденные property, которые начинаются с scheduling properties, мы положим как дополнительные property к нашему шедулеру. Как теперь это можно протестировать? Для этого мы можем воспользоваться все тем же Application Context Runner, куда указать все наши дополнительные какие-то конфигурации, указать нашу автоконфигурацию и, например, заранить его со свойствами scheduling scheduler name. У нас должно поменяться имя для нашего шедулера. И по префиксу scheduling.properties у нас мы объявляем новые, например, свойства для самого шедулера. Если мы это запустим, то мы можем увидеть, что действительно у нас есть бины, которые наша автоконфигурация настраивает. И далее в ней есть специальный scheduler name, который измененный из наших пропертей. И также изменено, например, количество потоков для нашего шедулера. То есть это действительно работает. Хорошо. Хороша ли теперь наша автоконфигурация? Нет, по-прежнему нет. Остался последний момент. Что будет, если мы захотим, например, сотворить что-то совсем другое с нашей автоконфигурацией? Как-то попытаться какой-то бин из этой автоконфигурации настроить именно вот совсем по-своему, никакой из предыдущих моментов нам не помог. Что ж, давайте добавим и эту возможность. В этом случае мы объявляем специальный бин, который будет называться Quartz Scheduler Factory Bin Customizer. Это достаточно частый подход в Spring Boot, он используется очень часто. И здесь мы объявляем один единственный метод Customize, куда мы отдадим Scheduler Factory Bin. Если вы хотите с ним что-то сделать, то вы можете просто объявить это в качестве бина, и у вас будет возможность как-то дополнительно донастроить ваш Scheduler Factory Bin. Как теперь этим воспользоваться? В нашем случае мы в качестве зависимости сюда можем заинжектить Object Provider, параметризованный нашим объектом Quartz Scheduler Bin. Назовем его Customizers. Object Provider — это специальный класс, который есть в Spring Framework, и он позволяет вам объявлять зависимости, которые не нужно резолвить прямо сразу. То есть только тогда, когда вы воспользуетесь вашим кастомайзером, тогда он эти все зависимости и попытается найти. Собственно, имея все эти кастомайзеры, мы ими и воспользуемся. Мы берем кастомайзер, берем ordered stream. В этом случае Spring Application Context попытается найти все бины, которые являются типом Quartz Scheduler Factory Bin Customizer. Он их отсортирует в соответствии с имеющимися возможностями по сортировке в Spring Framework. И для каждого из них мы вызовем метод Customize против нашего бина. В этом случае он уже будет полностью и целиком настроен, как нам нужно. Опять же, как это можно протестировать? Мы объявляем все тот же Application Context Runner с нашей различной конфигурацией. И у нас есть тестовая конфигурация, в которой мы объявили наш Quartz Scheduler Factory Bin Customizer. В нем мы ничего не делаем, просто устанавливаем флаг, который впоследствии и проверяем. Давайте проверим, что это действительно работает. Да, флаг был установлен. Наша автоконфигурация действительно применила все Quartz Scheduler Factory Bin Customizer, что были в контексте. Теперь, хороша ли наша автоконфигурация?
Да, теперь это все возможности, которые вы могли сделать в Spring Boot для того, чтобы сделать вашу автоконфигурацию по-настоящему правильной, по-настоящему хорошей. Что ж, это все, что нужно знать о том, чтобы писать правильную автоконфигурацию для Spring Boot. Надеюсь, вам было интересно. Напишите в комментариях, писали ли вы когда-нибудь свою собственную автоконфигурацию. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на канал MGC, ставить лайки, нажимать колокольчик. Еще увидимся!